Алиса, стоп. Мы онлайн. Я вас приветствую. Как всегда по пятницам в 6 часов по московскому времени. Вы приходите меня послушать, а я прихожу отвечать на ваши вопросы. И при этом пытаться приносить вам пользу своими ответами и своими знаниями и опытом. Какие-то у меня знания есть, какой-то опыт тоже, к сожалению, накопился. Вопросы могут быть о программировании, менеджменте, карьерном росте, философии жизни программиста и, наверное, инвестициях, стартапах. Это то, что мне тоже, в общем-то, интересно. Задавайте вопросы. У нас всего час. Мы к концу оставляем один вопрос напоследок. Называем его философским вопросом. Какой-то один из них таким вопросом сегодня будет. Поехали. Вопрос первый задает Никита. Стоит ли сегодня вкладываться в изучение low-code платформ или лучше сразу идти в нормальную разработку, учить React и Node.js? Я не очень знаю, кто такие low-code платформы. Если это какой-нибудь ChatGPT или Google Codex или Claude Code, то, наверное, стоит их изучать. И есть ощущение, что они будут очень нужны в ближайшей перспективе. Они уже сейчас нужны, и знать их имеет смысл. Если же речь идет о low-code платформах, которые по нажатию одной кнопки строят целиком приложение, то я в эти истории не верю и думаю, что они никогда не приживутся. Дальше. Пишет Дмитрий. Егор, вам нравится выступать на конференциях? Вопросительный знак. Был ли страх, что зададут то, на что не сможешь ответить? И правда ли, что само внимание немного тешит самолюбие? Нравится выступать на конференциях, но это смешанные чувства. С одной стороны, получаешь удовольствие от даже не столько от внимания к тому, что ты говоришь, а от того адреналина, который в теле присутствует, когда происходит доклад, и когда ты свою мысль, которая тебе казалась понятной, очевидной и стройной, пытаешься преподнести в форме слов, и у тебя не получается, и ты борешься, как сейчас, и ты борешься с формулировками. Это, конечно, нравится этот процесс. Страх всегда есть перед каждым выступлением, причем он одинаковый. Какой у меня был страх в первых выступлениях 30 лет назад, такой же точно страх и сейчас. Каждый раз одно и то же. Думаю, что это нормально, и я вам рекомендую, Дмитрий, я думаю, вы спрашиваете для этого, вам рекомендую не обращать внимания на страх, просто пытаться поднимать уровень профессионализма при докладах. Лучше всего это достигается репетициями. Самый верный способ сделать хороший доклад – это сделать его перед зеркалом или без зеркала, но наедине с самим собой от начала до конца. Но при этом старайтесь, чтобы у вас был доклад все-таки живой. Не нужно читать по бумаге, не нужно записывать текст, который вы будете говорить, не нужно его выучивать. Вы должны просто спонтанно, на экспромте, прочитать целиком доклад перед зеркалом. Вы по-другому его прочитаете перед аудиторией. Но что-то из вашего первого прогона у вас останется. Если вы сделаете таких экспромтов 5 перед основным докладом, все будет хорошо. У меня, к сожалению, не хватает на это ни сил, ни времени, ни усидчивости на то, чтобы сделать 5 прогонов. Я в лучшем случае делаю 2. И обычно у меня это происходит в формате «я начинаю говорить», и через 5 минут понимаю, что куда-то моя мысль поехала в сторону, я начинаю переделывать доклад, потом опять начинаю говорить, пытаюсь опять с нуля стартовать, она опять уезжает в сторону, моя мысль, и я не дохожу до конца. И поэтому у меня всегда финал докладов всегда хуже, как мне кажется, чем их начало. Потому что начало более-менее я репетирую. Такой из меня докладчик, если честно, не самый лучший. Дальше. Почему айтишная тусовка очень токсичная, безумное самомнение, инфантильность и так далее? Можно подумать творцы, а по факту
очередное приложение по подсчету калорий. Я думаю, что многие тусовки, не только айтишные, многие тусовки токсичные. Возьмите тусовку врачей, тусовку биржевых брокеров, возьмите тусовку топ-менеджеров, строителей, любую профессию. Я думаю, что те, кто обладает какими-то знаниями, такими, как им кажется, магическими, они высокого о себе мнения во многом неспроста, во многом не на пустом месте это высокое мнение. Все-таки айтишники, которые давно работают в профессии, они что-то понимают, и они действительно что-то умеют, и благодаря им строятся какие-то системы. Но, конечно, использовать друг друга для повышения самооценки и общаться с теми, кто не понимает, например, как ты что-то сделал свысока, думаю, что это не очень хорошо. Вообще лучшая форма, конечно, общения — это через вопросительную позицию. Если вы не хотите быть токсичными, задавайте вопросы. Не утверждайте, а спрашивайте. Это снизит уровень вашей токсичности во много раз, на любой тусовке. Не рассказывайте никому то, как вы что-то делаете. Если вас конкретно об этом никто не спросил, с интересом и в формате «давайте все помолчим» и действительно спросим вот у Дмитрия, например, как он настраивал свой последний веб-сервис. Но, скорее всего, вам такой вопрос не зададут. Это уже очень вы должны быть интересны как коллективу, чтобы вам напрямую задали прямой вопрос. В основном это будет обмен репликами. Задавайте вопросы, спрашивайте у других, а как у вас, а как это работает, а что у вас происходит, а почему так, а нравится ли вам. И вы услышите в ответ массу интересного, а главное, вы не будете токсичным. Токсичность — это когда идет поток сознания, поток знания, поток утверждений от кого-то, причем сомнительных, вот как от меня сейчас к вам. Меня легко посчитать токсичным, потому что я сообщаю вам, ничего не спрашиваю у вас, а просто выливаю на вас свои убеждения. Конечно, это, если бы мы сидели с вами друг напротив друга за чашечкой чая, то вы бы устали бы довольно быстро от такого формата, потому что почему это микрофон у одного человека и почему он оценивает, высказывает свое мнение, анализирует, с какой стати, почему это не делать всем за столом. Бытует мнение, что писать читаемый код, это следующий вопрос, это поставить свою карьеру под удар, так как тебя легко будет заменить. Какие, на ваш взгляд, этичные способы сохранения карьеры? Этичные способы — это работать хорошо. Писать хороший код, писать качественный код, приносить пользу компании, приносить пользу людям, выполнять честно свою работу. Но это не сохранит вам карьеру. Этот способ, он не даст ничего вам в плане карьеры. Потому что в большинстве случаев карьера строится не на основании достижений человека, не меритократически. Меритократии нет в современных компаниях, в большинстве из них. В основном это власть авторитета, власть позиции, власть связей, власть личных симпатий. И если вы хотите сохранить свою позицию без повреждения кода умышленного, видимо, вы об этом неэтичном способе говорите, который тоже существует, и я не считаю его менее этичным, чем, допустим, вхождение в хорошие отношения с начальством с целью сохранения позиции. Мне кажется, что это как раз более неэтичный способ, когда вы вместо того, чтобы Java-код писать качественный так, чтобы вы нужны были компании, вы вместо этого ездите на все тимбилдинги и садитесь поближе к начальству, за тот стол, где сидит начальство, и стараетесь этому начальству рассказать все интересные анекдоты и спросить у начальства все про его семью и детей. Вот это, мне кажется, верх токсичности, потому что вы таким образом вредите компании, вы таким образом саботируете работу компании. Вы вместо того, чтобы приносить пользу, вы делаете вид, что приносите пользу, и таким образом вытесняете со сцены тех людей, которые действительно приносят пользу. Вы в итоге убираете качественных сотрудников, вы вымываете таланты своим поведением, потому что начальник, а он в основном слабовольный, бесхарактерный и глупый, он обращает внимание на ваше поведение с положительной стороны. Он вас оценивает и лайкает. Любит вас, ценит и считает, что вы качественный сотрудник, а вы просто подхалим.
просто лизоблюд. Вы просто ходите на ковер к начальству по поводу и без повода и делаете вид, что вы очень ценный и нужный кадр, просто своим лицом торгуете. Это хороший способ сохранить карьеру. Лучший, наверное, но он максимально, на мой взгляд, токсичный. Так что лучше ломайте код, лучше берите код, который написан плохо, и делайте его еще хуже. Таким образом, чтобы только вы понимали, как он написан. Вас не уволят таким образом, потому что вы станете хозяином этого кода. Но это не так плохо, как быть подхалимом, потому что вы изменили код в худшую сторону, но вы таким образом выявили проблемы в коде. Вы таким образом послали некий сигнал другим программистам, что вот здесь есть проблемы с кодом, только один человек знает, как он работает, давайте займемся этим вопросом. Вы конструктивно подсвечиваете трудности технические в продукте. Это, безусловно, не самый лучший ход, потому что вы намеренно вносите негатив, но вы зажигаете команду на движение вперед. А вот когда группа подхалимов захватывает начальство, кругом его берет в осаду, а так обычно происходит. А все остальные люди, которые хотят работать и умеют работать, но не умеют анекдоты рассказывать за столом, они уходят на второй план. И в итоге они уходят из компании. Компания остается без талантов, без ресурсов. Получается то, что получается. У меня в телеграм-канале, посмотрите, пару дней назад я выложил очень интересную книгу, которая была рассекречена ЦРУ, буквально 5 или 6 лет назад. А написана она была в 1944 году. Это инструкция, как саботировать работу компании. И там в одном из пунктов, а может быть даже в нескольких, сказано, что лучший способ саботировать, то есть мешать работе компании, это именно проявлять себя вот в таком вот ключе. Быть очень видным, активным, но ничего не делающим по факту. Почему это саботаж? Потому что, как я сказал, вы вытесняете остальных работающих, демотивируете их, показываете им, что их технический вклад не так ценен, как вклад ваш по организации тимбилдинга для начальства, по целованию их во все места. Ну и в итоге стратегически компания придет к куда более тяжелому состоянию, чем если вы будете просто код ломать. Дальше вопрос. Пусть у вас есть абсолютно точная метрика оценки сотрудников на нее, но ее можно использовать только в одном направлении. Либо выделять 20% лучших, либо выявлять 20% худших. Что вы выберете и почему? Это вопрос продолжения только что сказанного. Конечно, я выберу выбор 20% худших. Выявлять лодырей, некомпетентных людей, тунеядцев, безграмотных программистов – это задача номер один у начальства. Потом уже награждать лучших. Если у вас в коллективе худших вылавливают и наказывают, а все остальные думают, что они как будто бы все более-менее, это не такая страшная проблема, чем то, когда вы наказали лучшего, вернее, поощрили лучшего, но группа из худших, несколько человек, продолжает бить баклуши, ничем не заниматься, приносить вред компании, и на это никто не обращает внимания, и их не увольняют, не наказывают, не сокращают. Вы очень быстро в таком случае потеряете верхушку. Это демотивирует прежде всего, когда сотрудник видит, что начальство не понимает, где бездельники, где некачественный код. Я не хочу работать под таким начальством, под таким началом, где мой начальник не разбирается в том, чем отличается мой код от кода, написанный вот соседом по столу, где совершенно очевидно мне, что это совершенно разное качество. Это для меня red flag, и я из такой, конечно, системы буду стараться уйти из-под такого начальника. Либо буду просто саботировать работу. Мне будет уже неинтересно с ним работать, я его не буду уважать, я буду дальше заниматься своими делами. А он пускай думает, что он продолжает думать, что он начальник. Дальше спрашивают меня мое мнение о сериале The Wire. Я не смотрел его, к сожалению, но раз вы пишете, я попробую посмотреть. Я сейчас смотрю Animal Kingdom на Apple TV. Сори, на Кинопоиске, кстати, не на Apple TV. И как-то вот первые 5 серий разогревался он, а потом стало поинтересней. Посмотрим, что будет дальше. Animal Kingdom называется. Дальше. Как вы относитесь к понятию СДВГ? Существует ли оно? Есть ли у вас СДВГ? Какие принципы вы применяете для собственного фокуса и продуктивности? СДВГ, насколько я знаю, это синдром дефицита внимания и гиперактивности.
То есть синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности, как я это слышал. Ну и то, и другое, мне кажется, у меня есть в какой-то степени. Я просто думаю, что все эти современные новомодные синдромы, по-моему, английское слово это Attention Deficit Disorder, ADD. Все эти новомодные deficit disorder появились от желания общества или того, кто организует общество, угодить еще больше угодить толпе и сделать вид, что о ее интересах заботятся еще больше. Ну, безусловно, можно сказать, что это просто врачи-психиатры, которым нужно как-то чем-то заниматься. Они стали проводить исследования, стали брать группы людей и наблюдать за ними, и делать выводы, что вот из этих 100 человек, у этих 3, когда ему даешь задачу решить, то эти 3 почему-то в первые 5 минут встают и уходят, и задачу не решают, дети, например, а остальные 97 доходят до конца и все 5 минут тратят на решение задачи. А эти 3, они только минуту тратят, а потом встают и уходят. В мое время, когда я был ребенком, это называлось просто дурак. Просто бездельник, просто невнимательный ребенок, просто неаккуратный, просто немотивированный. Такие были простые определения. Врачи не вмешивались в эту картину мира. У меня были двоечники в классе, были отличники в классе. И да, они действительно вели себя по-разному. Отличники досиживали до конца урока, а двоечник начинал играть в карты на последней парте на первых же, после первых 10 минут урока. Но никто не говорил, что это СДВГ. Все знали, что это балбес и болван, и нужно его на 2-й год оставить. Сейчас стали говорить, что это ребенок с особенностями, ребенок с отклонениями, и даже не с отклонениями, а с особенностями. То есть у нас есть дети без СДВГ и есть дети с СДВГ. Это два разных типа людей, и тот молодец. И тот молодец по-своему, он досидел до конца урока. И этот молодец, он в карты сыграл, тоже неплохо, проявил себя, может быть, умеет в карты играть, это тоже некий навык. Я к этому отношусь скептически, к этим всем диагнозам. Я думаю, что тот формат, который был раньше, вот классификации людей на трудолюбивых людей и бездельников, он проще, понятней, и он не позволяет людям прятаться за диагнозами и говорить: у меня вот повышенный какой-нибудь кортизол или пониженный, и поэтому я пишу такой код неграмотный, и поэтому я такой хам, и поэтому я нагрубил начальнику, и поэтому я поссорился с девушкой, и она теперь плачет, потому что у меня кортизол повышенный, я-то здесь ни при чем. Думаю, что мы все-таки мы должны быть целостными личностями, и нас нужно рассматривать целиком, а не раскладывать на гормоны. Но это мое личное мнение. Наверняка любой психиатр со мной не согласится и скажет, что мы будем тогда делать, если у нас заберут все эти синдромы, какие диагнозы мы будем ставить. Привели к нам ребенка, ребенок плачет и учится на 2, что делать с ним? Нужно его как-то подкорректировать. Раньше таких отправляли условно в колонию, если он уже прям навредил кому-то. Или просто ставили 2 и оставляли на 2-й год, и у человека судьба, в общем-то, разрушена, потому что он не попал в отличники. Но, может быть, и не должен каждый попасть в отличники. Может быть, это и правильно, что есть кто-то, кто гений, и кто-то, кто суперпродуктивен и суперспособен, а есть те, кто не может быть таким. И, может быть, так задумано природой, может быть, такая логика существования живых существ. Так, дальше вопрос. Артем спрашивает: как сделать верный карьерный выбор? Появляется несколько предложений от компаний, на что смотреть? Тут еще дедлайн у Артема, и Артем еще и синьор, и ему 26 лет. Смотрите, Артем, на зарплату. В первую очередь. Если вы синьор, то, наверное, вы хотите много денег, а вам при этом 26 лет. Наверное, это будет некий конфликт между их возможностями и вашими ожиданиями. Если они готовы вам платить синьор зарплату, то вот в это место и идите. Но если серьезно, то я бы смотрел на то, сколько компания может дать вам. Что вы получите от компании. Сколько степеней свободы у вас будет в этой компании.
Сможете ли вы заниматься open source? Сможете ли вы писать диссертацию? Сможете ли вы ездить на конференции? Сможете ли вы выступать на конференциях? Будут ли вам оплачивать это? Сможете ли вы после работы в этой компании пойти в Google? Напишут ли вам красивое резюме? Смотрите, какую выгоду вы приобретете от компании. Ну и какие деньги вам, конечно, заплатят. Но при прочих равных, если деньги одинаковые, то я бы смотрел на количество степеней свободы. Лучше всего, чтобы вы поменьше там работали в этой компании на хозяина и побольше работали на себя и на в целом компьютер-сайенс. Если вам предлагают какой-то закрытый проект, какая-нибудь криптобиржа в Дубае, которая хорошо платит, но она исключительно создана для того, чтобы какой-то барыга купил себе еще один Мазератти. Вы мало от этого получите. Вы просто на галерах, как раб, отпашете несколько лет на эту криптобиржу, создадите какой-то продукт, который отмоет какие-то криптоденьги, кто-то разбогатеет, вам дадут несколько сотен тысяч долларов, вы вернетесь, купите себе квартиру в Чертаново, и все. Если купите вообще. Но вы, скорее всего, там их и потратите в этом Дубае. Ну, может быть, однушку в Чертаново вы купите. Но это не то, на что вы должны в 26 лет потратить свои следующие 2 года. Выбирайте лучше компанию, которая дает более широкие перспективы, типа Яндекс, Сбербанк, вот это компании на нашем рынке. Если это международный рынок, смотрите на крупные компании, всякие Фейсбуки, Гуглы, и, может быть, что-то поменьше, но тоже большое, где бы вы имели много степеней свободы, вам не нужно пахать на конкретного хозяина, у которого часики тикают, и он Мазератти хочет. Вы можете спокойно себе несколько лет потратить на создание, параллельно с их работой, создание своего фреймворка, написание какого-нибудь диссертации своей. И так далее. Дальше вопрос, Андрей. Почему сейчас так много говорят про DDD? Не знаю, это хорошая штука, мне кажется, потому и говорят. Я сам согласен с концепциями DDD, так что не знаю, почему именно сейчас. Мне кажется, говорили и раньше. Так, дальше. Почему решили вести трансляции только на русском? Потому что аудитория таким образом растет лучше, и оказывается, кажется, что смотрят наш стрим, в подавляющем большинстве русскоязычные программисты. К счастью или к сожалению, сказать сложно. Так, пишут, по-прежнему нет возможности купить мои картины. Я проверю прямо сегодня и возможность предоставлю. Напишу обновление в Телеграме. Дальше. Как считаете, ставить задачи программистам другим в проекте — это нормально? Руководитель проекта считает, что это микроменеджмент. Если нужно что-то, то можно поставить напрямую задачу самостоятельно. То есть у вас в проекте один программист ставит задачу другому программисту, минуя уровень менеджмента. И вопрос, нормально ли это. В моем мире у нас только так и происходит. У нас задачу ставит не менеджер, а архитектор продукта. У каждого продукта есть архитектор. И продуктом мы называем Java-модуль, пакет, веб-сервис, что-то, что имеет репозиторий. И в этом репозитории есть бэклог, в нем тикеты. Каждый тикет — это задача. У этого репозитория есть архитектор. Это может быть я, это может быть другой программист. По ситуации, как кто распределил, как мы распределили. И все набрасывают в этот бэклог тикеты. Кому что нужно. Вам нужна новая функция. Вы пишете тикет и отправляете его в бэклог. Вы не подходите к программисту и говорите: сделай мне эту задачу. Вы ее набрасываете в бэклог. Дальше этот бэклог разбирается архитектором. Архитектор, который отвечает за этот продукт, он смотрит на то, что пришло, и принимает решение. Либо будем это делать, либо оставим на позже. И он является абсолютным диктатором в этом случае. Он решает, какой тикет подходит, какой не подходит. И, конечно, нормально, если тикет приходит от меня, например, я, такой по должности руководитель группы, но в этой группе есть архитектор продукта, и я ему отсылаю тикет и пишу в этом тикете: нужно сделать. Но это не командный формат, а я предлагаю. Он вполне может не согласиться с этим. Он может сказать: эту фичу делать не имеет смысла по таким-то причинам. И дальше моя задача его убедить прямо в этом тикете. Доказать ему, что эта фича нужна, и используя аргументацию и так далее. У нас так. Менеджмент нет
так сказать, я бы вообще устранил бы менеджера от диспетчеризации технических задач. Менеджер, он в этом не понимает, и откуда он знает, что нужно сейчас делать в техническом плане. Он же менеджер, он попка, который просто деньги раздает и следит, чтобы вы монитор не украли. Как он понимает, что там в вашей, там, в Java, в каком-то методе, что сделать? Это понимает архитектор. Ну, может быть, у вас это одно и то же, может быть, вы архитектором называете менеджера и тимлида или техлида, но мы всегда используем одно слово – архитектор, как архитектор здания, как архитектор электрического сооружения, как режиссер в кино. Да, есть там директор картины в кино, который деньги распределяет, но это попка, который носит просто мешок с деньгами и всем раздает, когда пришло время. Но он же не делает картину, он не понимает, что снимать, он в глазок кинокамеры он не смотрит. Все решает режиссер. Так и у нас. Все решает архитектор. Если у вас такой роли нет, или если она у вас совмещена с финансовым менеджером, то я бы подумал о том, чтобы разделить все-таки и оставить архитектора чисто техническим человеком. Дальше. Скажите честно, вы коммунист? Если бы вы еще определили мне, что такое коммунист. Но мне очень близки идеи большевиков, не коммунистов. Коммунист, мне кажется, это такое очень широкое понятие. Вот Зюганов тоже коммунист. Ну, какой он? Какой он большевик? Это же, сами понимаете. Кто сейчас коммунист? Кто сейчас в этих коммунистических партиях состоит? Это же совсем не то. Но идеи большевиков прошлого века, они мне очень близки. Которые во многом состоят из достаточно радикальных, но очень конструктивных и очень человеколюбивых конструкций. Вот этим они мне близки. Они не говорят, как либералы, о том, что, каждая человеческая жизнь дорога. А потом расстреливают людей, сажают их на электрический стул и организуют войны, как американцы, например. Но каждая для них человеческая жизнь дорога. Вот это двойные стандарты либерализма, они меня отталкивают. Большевики никогда не говорили, что каждая жизнь дорога. Они говорили, что есть сволочи и предатели, и мы их будем стрелять. А есть люди порядочные, честные и трудолюбивые, им мы будем помогать. Они разделяли людей на черное и белое, на хороших и плохих. А либералы все смешивают, таким образом пряча под ковер свои реальные замыслы, свои реальные позиции. Потому что их реальные позиции мы знаем какие. У них, я уже сказал, электрический стул и бомбардировки. Каких только стран они бомбардировки не организовывали. И Хиросима, и Нагасаки. Они сбрасывали бомбы, а при этом у них либеральная повестка и борьба за каждую человеческую жизнь. Каждая слеза ребенка для них важна. Это называется фальшь. Вот так, по-простому. Мне большевики близки тем, что они не фальшивят. Они грубо, резко, честно говорят о том, где правда, где неправда, где мы видим добро, где мы видим зло. И с этим злом давайте бороться открыто, убрав все вспомогательные защитные механизмы типа «да, но», на самом деле мы добрые, но вот на стул электрический посадить нужно. Дальше вопрос. Как ты относишься к сертификатам по Java от Сколково и IBS? Или лучше найти возможность пройти от Oracle? Если нет возможности от Oracle, сейчас, я так понимаю, это не так просто, потому что санкции и все остальное, то получите от Сколково. Но ценность, конечно, такого сертификата, она невысока. Я не знаю, как в Сколково сдаются. Может быть, там система тестирования очень качественная и объективная, и проходите. Чем больше сертификатов, в принципе, тем лучше. Но, конечно, старайтесь получать сертификаты максимально достойные, максимально такие репутационно мощные для вас. Дальше. Вы в своих проектах, Владислав, в своих проектах вы работаете с ORM. Как часто используете SQL? Про ORM это вопросительный знак. Я не работаю с ORM вообще, мне это неприятно, неэстетично и противно, а с SQL работаю ежедневно. Я пишу все запросы на Plain SQL, он размещается внутри программного кода. Я строю достаточно крупные запросы в SQL, у меня бывает запрос на 40 строк, один запрос, и стараюсь максимально близко находиться к базе данных и к SQL. Мне язык SQL нравится, особенно его диалект Postgres. Я в основном работаю с Postgres.
Ну, ни в коем случае не с ОРМ. ОРМ – это такой костыль для безграмотных программистов. Они не знают точно, как управлять данными в базе данных. Им дали такой костыль и сказали, не надо управлять, давайте просто делайте объекты, классы, там вставляйте атрибуты, и как-то это все смапится, и вам даже думать не нужно как. А когда будут проблемы со скоростью, вы позовете сисадмина, DevOps-администратора или там базы данных админа, и они вам все исправят за еще одну зарплату. Дальше. В одной из трансляций вы ссылались на книгу Островского «Как закалялась сталь». Читали ли вы Солженицына и как относитесь к его произведениям, зная ваше положительное отношение к социализму? Я читал Солженицына, несколько книг. Во-первых, у меня большие претензии к самому слогу Солженицына. Ну, может быть, это в нескольких книгах так было, но, в общем, такой достаточно странный, нестандартный формат. Но относительно текста, который относительно повестки Солженицына, я думаю, что стоит почитать Вадима Туманова после Солженицына или до, лучше их вместе. И вы увидите два разных взгляда на примерно одно и то же время. Они примерно в одно и то же время сидели в тюрьме. Оба после, мне кажется, после войны Солженицын сидел в тюрьме, после Второй мировой. Ну, тут я могу ошибаться, но это и то было время сталинских репрессий, и оба они вышли из этих ужасных условий, когда Сталина не стало. Но Вадим Туманов рассказывает нам историю этого с позиции человека сильного, с позиции человека злого на происходящее. Он тоже в определенной степени антисоветчик. Он тоже ругает советский строй и ругает тех начальников, которые туда его спрятали, в этот лагерь. Но книга у него наполнена жизнеутверждающим посылом. Он прошел через многое, куда большее, чем Солженицын. Солженицын, я так понимаю, там в лагере был на 58-х ролях. Он там был никто, он просто терпел, ждал, наблюдал за тем, что происходит, как Варламов, эти вот колымские рассказы. То же самое. То есть это история человека, который, находясь там, был никем. И звали его никак, и никому он был не нужен. Он не боролся с реальностью, он не пытался там утвердиться, не пытался выжить там, он просто прозябал. И потом вышел и облил все это грязью и рассказал, какой кошмар он там видел. Я думаю, что он и в обычной жизни тоже бы облил все грязью и рассказал, какой кошмар он видел. А Туманов и там рассказал нам интересно и показал, как можно в этих тяжелых условиях, в которые попала вся страна. Не он один попал туда, попала вся страна. И действительно было ужасно, действительно было плохо. Но это была комплексная ситуация вот этого такого лагерного периода Советского Союза. И он во все это попал, но рассказал об этом куда более интересно. Солженицын просто все облил грязью, сел в самолет и улетел. И рассказал, что вы тут все сволочи, у вас вся страна наполнена стукачами, предателями, вот этими зэками, либо НКВДшниками. Вы все один большой лагерь. Вы все... это же не так. Советский Союз это же был не один большой лагерь. Это помимо того, что были лагеря, при этом было же много чего другого, и надо смотреть объективно. И много было того, чего сейчас нет. Я где-то недавно слышал, один рассказывал из историков. Он говорил, посмотрите на факты. Война закончилась в 1945 году. Страна лежала действительно в руинах. Причем большая часть страны, обжитой страны. Это были крупные города, которые были разрушены, не говоря о Сталинграде, это и Ленинград, и Москва, в меньшей степени, Беларусь, Украина. Там было многое разрушено. 1945 год. А в 1961 году Советский Союз полетел в космос. Интервал между этими двумя событиями 15 лет. 15. 90-е годы и разруха закончилась в 2000 году. Сейчас 2025. 25 лет прошло.
И сравните наш прорыв, текущий, за 25 лет, и тот рывок, который сделал Советский Союз при Сталине за 15 лет, после войны. Ну, и тут нам Солженицын рассказывает, что вы все один большой лагерь. И он причем утверждает, что мы тут вот все мы трудимся, потому что нам всем страшно. Ну, так тогда было, и так он считает. И нам всем страшно, и мы под этим страхом, ну, не думаю я, что под страхом можно в космос полететь. Все-таки инженерная мысль, она должна быть, двигаться другой мотивацией, не только страхом. Так что я Солженицына прочитал и отложил. Я думаю, что это во многом такой, я не думаю, что он прям был оплачен напрямую, вот, как агент такой, непосредственный агент Запада. Думаю, что он был по убеждению таким. Но опять же, посмотрите, что он пишет и кто он был в этих лагерях. Он был, не хочу говорить плохие слова, но он был не был там на лидирующих позициях. А Туманов был, Вадим Туманов. Почитайте его. Куда интереснее. Так, дальше вопрос. Как быть, если на собесах спрашивают алгоритмы, в которых я лажаю? Лажает это он, автор вопроса. Значит, он в алгоритмах не разбирается. Я тоже лажаю в алгоритмах. Но вы должны понимать, что если вас спрашивают алгоритмы, то вы лажаете не в алгоритмах. Вы лажаете в построении своего профайла. Вы построили так свое резюме, что вас спрашивают алгоритмы. Поздно пить боржоми. Уже все, ситуация зашла в тупик. Вам нужно заканчивать интервью и идти учить алгоритмы. Либо вам нужно построить так свое резюме, свой профайл, чтобы было видно, что вы не алгоритмы пришли сюда решать. Вы пришли заниматься архитектурой, вы будете строить новые концепции, вы будете внедрять искусственный интеллект, вы будете организовывать работу команды. Вы должны это показать в CV. А если у вас в резюме написано технологии, Java, там все подряд идут названия технологий, и трудно разобраться конкретно, в чем вы специалист, и нет ничего выдающегося в вас и интересного, чтобы можно было вас взять, не опираясь на ваши знания алгоритмов, тогда держите алгоритмы, давайте решайте. У меня же был такой случай, в Amazon меня пытались взять, это было там, в каком-то 16-м году. У меня даже статья есть на блоге об этом. Как я пытался попасть в Amazon. Меня пригласили на хорошую позицию, как мне казалось. Со мной связались, сам Amazon. Я не подавал свое резюме. Со мной связался рекрутер Амазона. Тогда уже у меня книжки были напечатаны. И написал, что заинтересованы во мне. Я такой интересный, на гитхабе. Там что-то программирую. Давайте к нам на позицию какого-то там лида, техлида. В общем, на каком-то хорошем уровне. Там зарплата была там, в то время больше 300 тысяч в год. Так обещалось. Но когда я приехал туда, в Сиэтл, мне оплатили перелет в Сиэтл, я тогда в Сан-Франциско был, полетел в Сиэтл, пришел на это интервью, зашел в комнату, а там сидят два программиста и говорят, вот тебе алгоритм, ты должен его решить. Я опешил и говорю, а вы что-нибудь обо мне знаете? Они говорят, нет, программисты. Нам сказали, вот интервью мы сидим, проводим, у нас сегодня день интервью, нам за это платят. Я говорю, вы вообще ничего не знаете, ничем я занимаюсь. Они смотрят на меня, нет, не знаем, почему мы должны это знать. Я остановил это интервью, я не стал решать алгоритмы. Я сказал, у нас какое-то недопонимание, позовите этого рекрутера. Куда я попал? Пришла эта девчонка, привела своего начальника. Эти ушли, два программиста. Я этим девчонкам говорю, я не алгоритмы буду решать. Не надо меня интервьюировать на алгоритмы. Я не буду в Амазоне у вас решать алгоритмы. Я... другое. Это не значит, что алгоритмы это что-то постыдное. Ни в коем случае. Просто у меня другой профиль. Я могу заниматься архитектурой системы, могу, в общем, другое. И они покивали и сказали, да, мы поняли, действительно мисс-матч произошел. Но у меня было на что опираться. Я мог как-то говорить, что, посмотрите, у меня там 2 книги в тот момент уже вышли. Зачем вы меня тестируете на алгоритмы? Вы думаете, что я, написав книги по объектно-ориентированному программированию, буду сидеть и кодить low-level алгоритмы? Нестыковка. И они сказали, да, мы все понимаем, разошлись мы, я уехал, улетел, и стали они подыскивать другую вакансию, но потом планы поменялись. Вы должны иметь возможность так же точно встать и уйти, сказать, стоп, я алгоритмы решать не буду, но я другой, вы должны показать, что другое. А если у вас нечего показать, тогда решайте алгоритмы. Опять же, ничего в алгоритмах нет плохого. Есть люди, которые в алгоритмах разбираются супер круто, и я к ним с большим уважением. Просто я не разбираюсь, я не умею, я не алгоритмист.
Дальше вопрос. Александр спрашивает. Работаю в продакшене более 2 лет, 1,5 из которых более-менее приличной команде. Сейчас более-менее вижу берег. Как люди определяют себя в middle за полгода? Да никак не определяют. Ну, просто называют себя middle. И все. Где зарплата больше, туда и идут, и там называют middle. Это все просто марки, эти наклейки, которые мы друг на друга клеим, чтобы нам... Ну, не обращайте внимания, кто middle, не middle, не middle. Так, есть ли мои книги на русском языке? Ну, одна была Elegant Objects. А нет, 2. Elegant Objects и Code Ahead. Но я пытался издать, вот кто читает мой канал, видел, я пытался сделать попытку недавно на русском, но она в итоге провалилась. Я в итоге пришел к выводу, что не будем печататься на русском языке больше, потому что это... Ну, надо тогда писать сразу на русском, вот так. То есть публиковать переводные книги – неблагодарное занятие. Ее нужно переводить, перевод получится некачественный, а с английскими вставками они не хотят публиковать, издатели. Плюс цена. Они говорят, будем продавать за 1500 рублей. Я не хочу, чтобы моя книга стоила 1500. Я хочу, чтобы она стоила там, в 3 раза больше. Они говорят, в 3 раза больше ее никто не купит. А я говорю, купит. А они говорят, не купит. Ну и все. Расходимся на этом. В общем, русского языка не будет, сори. Если я только не напишу на русском сразу. Вот сяду и напишу книгу на русском. Но я не очень пока понимаю, о чем. Я все-таки про программирование пишу. Так, подскажите, как бороться с моргающими, это флеки, и долгими end-to-end тестами в микросервисной архитектуре. Я написал книгу Angry Tests недавно, опубликовал. Там кое-что об этом есть. И я там говорю, что моргающие тесты – это, наверное, не так уж плохо, потому что они помогают выявить проблемы. Но вы спрашиваете, как с ними бороться, как все-таки снизить их количество и стабилизировать. Я думаю, что никак. Вы должны просто игнорировать их, скипать. Если он моргнул, то вы должны эту ситуацию проигнорировать. А потом, когда у вас полный билд проходит, и у вас какое-то количество тестов скипнулось, то, может быть, вы можете написать какой-то анализатор, который скажет, что если их скипнулось более чем допустимое количество, то значит, в принципе, какая-то проблема. Но вы не можете, естественно, обращать внимание на каждый фейл-тест, если у вас их 300, допустим, и из них половина уходит куда-то во внешние ресурсы, и там нестабильность, то у вас будет массовая нестабильность, и все это будет флеки. Подавляйте, ловите эксепшены и делаете скип. Потом анализируйте, что произошло. Можете дать совет человеку, который хочет впервые с нуля создать свой стартап? Стоит ли вообще лезть, или как он как-то, если он как-либо связан с банковскими операциями? Ну, если вы молодой человек, попробуйте, но это будет, скорее всего, провал. В большинстве случаев стартапы проваливаются, это определенная лотерея, я об этом много раз говорил, вы, скорее всего, не получите успеха, вы получите опыт. Да, вы получите, ну, хорошо, если не получите судимость, но опыт получите. Хорошо, если квартиру не потеряете, потому что это рулетка. Вы будете видеть, что вот нужны еще там 200 тысяч долларов довложить сюда, потому что вот мы уже подходим, уже мы почти сделали наш продукт, уже вот мои программисты обещают вот-вот через 3 месяца сдать продукт. Нужно еще им заплатить зарплату. Вы где эти деньги возьмете? А инвестор у вас пропал или не было его вообще, вы стартовали на свои деньги. Вы начинаете искать источники финансирования, где? Квартиру свою, кредиты берете. В итоге, конечно, программисты вас обманывают, у них ничего не получается, как у большинства программистов, потому что программисты привыкли работать не на результат, а на время. Потому что никто им никогда не платил за результат в их жизни, они всегда приходили на работу за зарплату, день закончился, деньги давай. Неделя закончилась, деньги присылай. Не прислал деньги, я пошел к другому. Но кто из вас, из программистов, вот у нас сейчас 200 человек почти нас слушает, кто из вас работает за результат? Никто практически. Вы все кодите на время. Даже если вы фрилансеры, и вы говорите, что я фрилансер, то всегда вас нанимают как фрилансеру, и вы выставляете дальше счет почасовый. Вы говорите, я отработал 20 часов, я отработал 40 часов, и все, вынь да положь. А то, что ты все эти 20 часов изучал документацию, такая работа программиста. Такие особенности. Это мы же вам не грузчики, мы же не мешки таскаем. Мы сначала долго-долго изучаем. Потом долго-долго учимся. Потом долго-долго рисуем диаграммы. Потом у нас митинги. А потом мы увольняемся. Идем в следующий проект.
То есть программисты в целом, ну, сами понимаете, это абсолютно не reliable ресурс, на них нельзя полагаться. И вы в стартапе с именно этими людьми столкнетесь, только уже с обратной стороны. Если вы сейчас программисты, думаете, что у вас все получится, то тут вы начнете управлять этими программистами, и они съедят все ваши деньги. Так что лучше идите кодить за зарплату, получайте зарплату и растите по карьерной лестнице в какой-то большой компании. То есть будьте тем, кто работает по часам, а не за результат. А потом, когда уже вы вырастете, когда вы там получите стабильную позицию, к вам, если повезет, стартап как-то упадет вам на голову. Как это часто происходит в тех стартапах, которые мы в новостях видим. Почитайте внимательно историю многих стартапов в Калифорнии, в этой Кремниевой долине. У них очень часто основатели это какие-то выходцы из Гугла, из Фейсбука, из Intel, откуда угодно. Выходцы. Это значит, что он отсидел там 15-20 лет или 10 лет, строя свою карьеру, получая деньги ежемесячно и, в общем-то, ничего толком не делая, или нарабатывая себе профайл. Я не говорю, что он ничего не делал, сидел, новости читал. Но он работал, но на себя, работал на построение своего профайла и на то, чтобы обрасти связями, чтобы узнать людей, у которых есть деньги, себя как-то показать, что он надежный человек и так далее. И потом, получив этот социальный капитал, подкрепление себя в глазах других людей, тогда уже вам будет, на вас уже этот стартап выйдет, и вам дадут деньги, но уже тоже не на результат, а просто на вас сгрузят какую-то часть капитала и скажут, вы теперь ответственны за вот эти $100 миллионов. Будем делать AI. Ну, потому что все так делают, и мы туда же, в эту сторону пойдем. И вы будете просто и снова пересядете из одного кресла, где вы сидели за зарплату, в новое кресло, где вы сидите за зарплату плюс бонусы, плюс поинты. Так это должно произойти. А если вы пытаетесь срезать эту систему и ворваться в нее с нулевой точки и сказать «я стартапер», вы просто становитесь пищей для рынка. Вы в пищевой цепочке находитесь в самом низу. И на вас, вы как неграмотный игрок в казино, который ставит играет на том столе, на котором точно нет выигрыша, допустим. Но умные люди это знают, те, кто в казино опытные, а он не знает. И ставит, и ставит, и ставит, все на него смотрят с улыбкой. Вот так и на вас. Вы будете стартапером, который всю свою энергию и деньги отдаст рынку, а потом снова пойдет кодить за еду. Так, скажите, пожалуйста, критерии хорошего проектного менеджера. 100 раз это обсуждали. Хороший проектный менеджер – это тот, кто умеет составить правила игры для команды. Правила игры. Вы должны определить, что такое хорошо, что такое плохо, и обеспечить это выполнение этих правил. Вот 3 ваши активности. Вы должны сказать, что вот это делать нельзя, это плохо, за это будем наказывать. Сказать конкретно. Вы не должны сказать, плохо работать – это плохо. Это плохой проектный менеджер так формулирует правила. Вы должны четко сказать, вот такие-то действия совершать. Например, 20 строчек кода в день – это плохо. Все, что меньше, за это мы увольняем. У вас должны быть четкие правила. И такие правила, которые не имеют двойного толкования. Которые нельзя интерпретировать по-разному. И, например, что такое хорошо? Вы должны сказать, тот, кто закрывает более 10 тикетов, например, в неделю, получает $200 в пятницу вечером. Второе правило. Четкое правило, оно совершенно понятно. И дальше вы должны обеспечить их выполнение, этих правил. Вы должны сделать так, чтобы действительно тот, кто написал меньше строк кода, чем 20, был уволен все-таки. А не случилось так, что, вы знаете, я заболел, у меня была сложная ситуация, я изучал документацию, потом у меня было много митингов, потом меня отправили в командировку. У вас должно быть правило абсолютно как закон в стране, должно иметь силу закона. Вот это хороший проектный менеджер. Он вносит четкость. Проектный менеджер должен вносить четкость. Но современные проектные менеджеры, они нагоняют туман. Чем больше туману, тем им легче. Он говорит, по-разному может быть. Не все так однозначно. Это ключевые слова современного проектного менеджера. Здесь много факторов влияет. Мы не можем принять решение так сразу. Необходимо проанализировать. Необходимо собраться и поговорить.
Нельзя однозначно оценивать вклад каждого человека, потому что, может быть, мы чего-то не учитываем. Давайте обсудим еще на одном комитете. Нужно собрать новый митинг. Ну и так далее. Воду льют, нагоняют туман, чтобы чтобы спрятаться за ним, чтобы не принимать решения, чтобы не вносить ясность. Потому что если вносит ясность project менеджер, то на него потом можно всех собак спустить, потому что это же он сказал, что нужно платить за contribution $200 в конце недели. Это совершенно четкое, понятное его решение. Ну, если что-то пойдет не так, ну вот на него и это же он виноват. Он же придумал, он сделал, он заплатил. Или, например, он уволил кого-то. А он прячется за коллективное решение, прячется за демократию, прячется за то, что как бы это не он решал. Ну так вот все как-то сложилось. Переспрашивает, опирается на чужие мнения, не принимает сам решения, всегда собирает вокруг себя коллектив. Ну, хороший менеджер, он жесткий, он максимально, как большевики, он максимально старается убрать лишнее все и оставить только правду, оставить только жесткую реальность. Ну, это болезненно, это таким, если будете, то вас быстро выгонят, быстро уволят из современных организаций. Так что не будьте хорошими проектными менеджерами, будьте плохими, саботируйте. Нагоняйте туману, проводите митинги, путайте след, уходите из-под удара, из-под ответственности, не подписывайте ничего, не принимайте решения, не пишите ничего, не пишите имейлы, говорите все устно, все где-то в кулуарах, ничего не говорите громко, чтобы никто не услышал. Старайтесь быть максимально таким прозрачным, максимально, не то что прозрачным, наоборот, максимально мутным, максимально непонятным, что там вы думаете себе. И само оно как-то решится, само как-то вырулится, само вот так. Сложно ли попасть в вашу команду? Какие требования вы выдвигаете? Вообще очень легко попасть в нашу команду. Нужно просто прийти в один из наших open-source проектов и сделать туда 20 pull-реквестов. И тогда мы захотим, чтобы вы попали в нашу команду. Все. Мы не будем вас интервьюировать, мы не будем вас анализировать, ваше CV, ваше резюме. Вот вам репозиторий, вот наш код, напишите туда 20 pull-реквестов. Потратьте на это 2 недели. И вы попадете. И дальше мы начнем за вами бегать. Мы начнем вам звонить и писать, и говорить: стоп, никуда не уходите, ни в какие Яндексы, ни в какие другие организации, только к нам, потому что мы же видим, кто вы. А когда приходит с резюме и рассказывает, а потом ты ему говоришь: ну вот, хорошо, сделай 1 pull-request в наш репозиторий. Таких случаев было масса. И они там все синьоры, и зарплату он хочет 500 тысяч, и у него там в резюме 8 разных мест работы, и ему там уже под 40. Мы говорим: хорошо, ты крутой очень, ну сделай нам 1 pull-request. Реши одну конкретную задачу в нашем репозитории. Нет, потом они иногда пишут еще: у нас не получилось, я пробовал, не получилось, извините, я пойду тренироваться. Ну иди тренируйся. Так и с вами. Присылайте код, не надо CV присылать. Так, тут спрашивают. Возможен ли горизонтальный рост? Хочется удержаться на технической роли. Про Антона спрашивают. Знаете ли вы Антона Назарова и как относитесь к его убеждениям по поводу работы в IT? Знаю, да, но я не уверен, что вот, точно знаю его убеждения в IT. Вы бы написали, какие там убеждения, я бы прокомментировал. Так вот, возможен ли горизонтальный рост, спрашивает Антон. Хочется удержаться на технической роли, но выглядит так, что возможен только вертикальный рост, а не в технологии. Ну, как рост? У вас возможен горизонтальный рост, только денег не будет больше. Скорее всего, не будет. Растите, изучайте технологии, становитесь более глубоким специалистом, но вы, конечно, не поднимете себе так зарплату почти никогда. Это вы должны быть действительно таким интересным, прорывным специалистом, который прорывается в техническом смысле, создает какие-то новые технологии, библиотеки выпускает, где-то ускоряет что-то сильно, где-то стабилизирует, где-то пишет какие-то тесты, которые покрывают много функционала, и нам всем очень нравятся. Тогда вам будут повышать зарплату. Но вы должны понимать, что вам повышать, это значит другим понижать. Ну, не в смысле они уменьшатся по цифрам, но они же поймут, что у вас больше. Значит, у них стало меньше. Мы же все очень соревновательные существа. Нам важно не столько, сколько мы получаем, а сколько мы получаем относительно соседа. Если вы сейчас получаете, например, 100 тысяч рублей, и все в вашей команде получают 100, вы будете более-менее спокойно жить, даже зная, что вам не хватает этих денег на то, чтобы полететь на Мальдивы. Вам будет более-менее окей, у вас будет психологический комфорт. Но вот если вы получаете 100, а у вас в команде есть люди, которые получают 200,
и вы не очень понимаете почему, и они такого же возраста, как вы, вот тут у вас будет серьезный дискомфорт. И вы, может быть, даже перейдете в другую фирму на те же 100, но только чтобы там не было такой ситуации. Зависть – это один из самых сильных эмоциональных рычагов, на которые можно давить или которые давят на нас изнутри. Так что горизонтальный рост. То есть вы хотите, чтобы ваш начальник вам увеличил зарплату, например, в 1,5 раза. А остальным, это значит всех остальных подставить под удар. Они же все узнают, что у вас зарплата выросла. Так или иначе. Значит, они все начнут действовать и чувствовать давление этой зависти. Это опасно. Дальше. Зачем нам чистый код от гуманоида? Это от людей, значит. В эпоху LLM. Пусть выдаст заготовку, которую потом заполирует LLM. Зачем нам лучшие языки программирования? Ну, правильно вы все говорите. Да, наверное, нам чистый код будет не так важен, не так нужен. Но есть ощущение, что LLM пишет код лучше, если вокруг него чистый код. Если там в репозитории уже мусор, то LLM туда плохо встраивается. Она будет увеличивать количество грязи в коде, и вы в итоге пострадаете. Лучше всего работается, когда у вас чисто-чисто все красиво, все правильно, все элегантно, все покрыто тестами. Туда запускать LLM и говорить: добавь что-нибудь еще, добавь такой-то функционал. Тогда она справляется идеально, потому что она понимает, как здесь все организовано. У нее это вызывает эйфорию, мне кажется. Какие глобальные проблемы, по вашему мнению, сегодня достойны внимания в контексте интернет-governance? Какие из них эта сфера может и должна решить? Сложный вопрос какой. Давайте его назовем философским. У нас как раз осталось 4 минуты. Я еще посмотрю, что у нас есть. К сожалению, я не успеваю ответить на все ваши вопросы. Видимо, я слишком долго говорю по каждому пункту. Вы меня уж простите. Я листаю ваши вопросы. Много остается неотвеченными, но 2 часа не хочется вас здесь держать. Ну, давайте поговорим про глобальные проблемы. Вот как вы задали вопрос, хорошо. Пользователь под ником INTP. Я подумаю, что вам сказать. Я не очень понимаю, что такое интернет-governance. Это... Давайте я погуглю. Вы так спрашиваете. Интернет-governance. Shared principles. То есть это попытка разработать какой-то набор принципов. Это относительно того, как мы будем управлять интернетом. Они пишут, что цель – это добиться того, чтобы интернет остался открытым, глобально интероперабельным и для всех выгодным. Ну, тут я не понимаю, как это может сочетаться с авианосцами в Тихом океане и войсками НАТО, размещенными там, где им нужно быть размещенными для НАТО. И тут мы пытаемся построить какой-то глобальный добрый интернет, который для всех открыт, beneficial for all. Это опять какая-то либеральная повестка. Ну вот что значит beneficial for all? А покупатели детской порнографии? Для них мы тоже сделаем интернет beneficial? Вот зачем эта фраза beneficial for all? Ну, это кому это они пытаются глаза за... как это можно? For all. Что вы имеете в виду? Кто все? А террористы? А спамеры? А мошенники интернет? Мы для них тоже beneficial сделаем? Ну, так напишите тогда beneficial for good people. Тогда давайте определим, кто такие good people, и какая у них национальность, и какие у них паспорта, и кому они платят налоги, эти good people. Ну, это не так, большевики так не мыслили. Не надо, невозможно бороться за счастье для всех. Есть люди, которые подлежат уничтожению или подлежат изоляции в тюрьмах, в лагерях и так далее. Этих людей немало.
И в Америке самая большая популяция в тюрьмах. Самое большое количество людей, сидящих в тюрьмах. Мы для них тоже интернет строим. Beneficial. Ну. То есть невозможно построить, невозможно сделать все для всех хорошее. Это первое. И второе. Интернет – это вполне себе частная структура. Это вполне себе набор частных, и пускай, может быть, не все частные, некоторые государственные, но это компании, которые так или иначе кому-то принадлежат. Это кабели, которые лежат под водой. Это кабели, которые лежат у нас в квартирах. Ну и у этих кабелей есть автор, есть владелец, есть тот, кому они принадлежат. И это и есть интернет. Интернет – это же не какая-то мифическая история, это какой-то клауд, в который мы выходим, и он там в эфире, в космосе, в облаках. Это же провода. Вы подключаетесь в интернет и выходим по проводу в МТС. МТС принадлежит, мы знаем кому. И этот МТС имеет свои определенные задачи, цели и интересы. И если МТС завтра передумает быть beneficial for all, то он не будет beneficial. И то же самое, зачем, это просто фейк, которым нам мозги пудрят, как говорится. Не верю я ни в какие beneficial Я не верю в децентрализацию, я не верю в глобальное добро, я не верю в равенство в этом вопросе. Начнем с авианосцев. Чьи они? По кому они стрелять будут? Вот нужно определить. Все в мире строится на принципах силы. Как в животном мире, так и в мире людей. Кто кого убьет, на этом все основано, на этом все держится. Кто кого будет взрывать, кто у кого жизнь заберет. А дальше появляются дополнительные слои, которые называются цивилизация, либерализм, добро, порядочность, мораль. Но это все следующие слои. Это то, что наслаивается над главным, основным, центральным концептом. Кто будет над кем доминировать, кто кого уничтожит, кто кого вытолкнет из территории, кто с кем будет дружить, а с кем будет воевать. Смотрите в корень, смотрите в суть проблемы. Интернет – это один из инструментов борьбы, один из инструментов войны. Просто информационный, он помогает передавать информацию. Как раньше информацию передавали агенты в тайниках, спрятанных под скамейками. И почтой передавали, почтой, дип-почтой, еще чем-то. Сейчас интернет, который позволяет информацию раздавать быстрее, интенсивнее, более качественно. Все это так. Но в основе лежит борьба одних существ, человекоподобных, с другими существами, человекоподобными. Все ли из них человекоподобные, может быть, там еще и рептилоиды есть, но это уже отдельный вопрос из разряда конспирологии. Но когда вам рассказывают о том, что будет что-то такое в сторону добра делаться, что-то будет делаться для людей, именно для народа, что-то будет делаться для масс, понимаете, что вас обманывают. Смотрите, кто это говорит, смотрите, что он получит от этого, смотрите, какие у него стоят задачи, у автора сообщения. В это смотрите, в корень. И меньше верьте словам о добре. Надеюсь, я вас не разочаровал своим философским взглядом. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. Благодарю за то, что пришли. Я, к сожалению, не смог ответить на вопросы в ВК. Там они даже были отключены почему-то. Я этого не делал. Сори, это какая-то ошибка, видимо. Но в ВК вопросы задавать было невозможно все это время. Я вас благодарю, приходите в следующую пятницу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под этим видео, это помогает распространению контента.